Здравствуйте! Тема сегодняшнего выпуска – это рассказ о плохой компании. И речь пойдет не о трудных подростках, проблемах воспитания или уличной банде или группе мошенников. Речь пойдет о знаменитой британской супер-рок-группе Bad Company. И также будет рассказ о альбомах, которые эта группа выпустила. Песни группы Bad Company и сегодня остаются основными на радиостанциях классического рока. За время своего существования группа Bad Company выпустила и продала более 20 миллионов альбомов только в США и 40 миллионов альбомов во всем мире. Несмотря на то, что классический состав, оригинальный состав группы распался в 1982 году, группа Bad Company собиралась и восстанавливалась в разных составах для выпуска концертных альбомов, студийных альбомов и концертной деятельности. На всякий случай давайте уточним, что означает термин «супергруппа». Нет, это не означает, что члены группы, как герои комиксов Супермен, стали крепче и быстро летают. Такое определение появилось в конце 60-х годов для описания рок-групп, все участники которых получили широкую известность в составе других групп или как сольные исполнители. Первой супергруппой считается трио Cream. Термин, возможно, происходит от названия альбома 1968 года Super Session, записанного Аланом Купером, Майком Блумфилдом и Стивеном Стилзом. Примерами супергрупп можно считать Emerson Lake and Palmer, Азия, The Traveling Wilburys, Chicken Foot и другие. Следует также отметить, что рок был не первым жанром, породившим супергруппы. Джазовые музыканты создавали супергруппы годами. Взгляните на составы на любом альбоме Монка, Майлза, Колтрейна и других, и вы увидите коллекцию музыкантов, которые явно соответствуют критериям супергруппы. У рока просто был более сильный маркетинговый персонал, чем у джаза. За время своей деятельности группа Bad Company выпустила 12 студийных альбомов. Из них 10 выходили на виниле. Из этих 10 в моей коллекции присутствует 9 альбомов. Последние 2 альбома группы выпускались только на CD-кассетах. Но сегодня в этом выпуске я вам расскажу обо всех альбомах, выпущенных группой. Но по традиции давайте немного вспомним историю самой группы. Группа Bad Company была сформирована в Вестминстере, Лондон, в 1973 году певцом Полом Роджерсом, барабанщиком Саймоном Кирком, оба бывшие участники группы Free, из которых Пол Роджерс был основным автором песенного материала группы Free. Саймон Кирк – единственный участник Bad Company, который был в каждом составе этой группы при любом ее реформировании. Также участниками группы Bad Company стали гитарист Мик Ральфс, ранее играл в группе Mott the Hoople, и басист Боз Баррелл, бывший участник группы King Crimson. Пару слов скажу о каждом участнике группы. Пол Бернард Роджерс родился в Милсборо, Англия, 17 декабря 1949 года. Первоначально Роджерс играл на бас-гитаре в группе под названием Roadrunners. Затем начал петь и стал фронтменом группы. В 1968 году Роджерс влился в группу Free в качестве певца и автора песен. Как стало впоследствии известно, после смерти Джима Моррисона в 1971 году, остальные участники группы Doors хотели, чтобы Пол Роджерс заменил его. Однако Роджерс отказался. В конце 1973 года Роджерсу предлагали стать вокалистом Deep Purple, когда Ян Гиллан покинул группу, но Роджерс отклонил их предложение, чтобы основать Bad Company. Саймон Кирк родился в Ламбете, Южный Лондон, оставил школу 17 лет и занялся поисками работы барабанщиком. После окончания средней школы Саймон заключил сделку со своими родителями, что если он не сможет сделать карьеру в качестве барабанщика в группе в течение 2 лет, то он начнет заниматься своей карьерой, пойдет учиться в колледж.
После долгих поисков он встретил Пола Кософа из группы Black Cat Bones, который и предложил Кирку место барабанщика в группе, где он потом играл в течение 6 месяцев. Затем Кирк и Пол Кософ покинули группу, вместе с Полом Роджерсом и Энди Фрейзером основали группу Free. Кстати, я для своей коллекции купил 4 альбома группы Free, которые вы видите на экране. Последние 2 года группы Free были особенно проблемными, эмоциональными из-за наркотической зависимости гитариста Пола Кософа, вспоминал Кирк. Это стало невыносимо. После первого распада Free весной 1971 года Кирк уехал в Бразилию, а Роджерс ненадолго сформировал группу из 3 человек под названием Peace – Мир. Вместе с басистом Стюартом Макдональдом и барабанщиком Миком Андервудом Роджерс играл на гитаре и пел вокальные партии. Peace поддержали тур Mod The Hoople по Великобритании в 1971 году, но распались, когда Free воссоединилась в начале 1972 года. Во время тура на разогреве у Mod The Hoople Роджерс подружился с их гитаристом Миком Ральфсом, который жаждал уйти от своего работодателя и сформировать новую группу. Английский гитарист, вокалист и автор песен Майкл Джеффри Ральфс родился 31 марта 1944 года. Ральфс начал свою карьеру еще подростком, играя в блюз-рок группе The Buddies. Он выпустил сингл с этой группой в 1964 году, прежде чем присоединился к Mod Dog Thomas Group в 1966 году. После одноименного дебютного итальянского альбома группа дважды меняла свое название. Сначала на Silence в 1968 году, а затем в 1969 на Mod The Hoople. Ральфс оставался в группе до 1973 года, покинув ее сразу после того, как они добились коммерческого прорыва с альбомом All the Young Dudes, спродюсированным Дэвидом Боуи. После ухода из Mod The Hoople он участвовал уже в создании новой группы Bad Company. Саймон Кирк и Мик Ральфс были единственными участниками группы Bad Company, которые появлялись на каждом студийном альбоме группы. К новой группе также присоединился и бывший басист Кинг Кримсон Босс Баррелл. Рэймонд Баррелл родился 1 августа 1946 года в Холбиче, Линкольншир. Еще будучи подростком в 50-х годах, он начал играть на ритм-гитаре в группе, сформированной со своими школьными друзьями. В то время он увлекался джазом и наслаждался такими исполнителями, как Моуз Эллисон, Джон Колтрейн, Чарльз Мингус. В группе школьных друзей было несколько изменений состава. В 1965 году они переехали в Лондон по предложению менеджера Джека Барри. Группа сменила свое название на Boss People и заключила контракт с лейблом EMI Columbia. Затем Баррелл недолгое время играл в соул-группе Feel for Soul в Норвиче с 1966 года по следующий год. Стиль Баррелл больше склоняется к джазу. В периоде с 1966 по 1968 год Баррелл выпустил 6 синглов в Великобритании на лейбле Columbia под именем Boss. В 1971 году Баррелл присоединился к Кинг Кримсон в качестве нового вокалиста. Помимо того, что группе был нужен вокалист, они искали нового бас-гитариста. Баррелл был назначен бас-гитаристом группы, и Фрип и Ян Олис обучали его игре на бас-гитаре. Впоследствии Алексис Корнер сказал о Баррелле: «Он был самым естественным басистом, которого я когда-либо слышал». В начале 1972 года группа распалась, и все участники ушли из-за творческих ограничений, наложенных Фрипом в качестве меры контроля качества. В 1973 году Баррелл также принял участие в проекте Steel. «Мы хотели просто блюзовую группу. И мы хотели повеселиться, ради бога», – вспоминал Саймон Кирк. И хотя популярная легенда гласит, что группа позаимствовала свое название из фильма Джеффа Бриджеса 1972 года, Пол Роджерс рассказал, что на самом деле название своей новой группы они взяли из книги о викторианской морали, которую он помнил с детства. Там была такая иллюстрация ребенка, ищущего подозрительного уличного персонажа в потрепанной одежде, курящего трубку и держащего бутылку спиртного. Подпись гласила: «Остерегайтесь плохой компании». Желая заключить контракт на запись, молодая группа наняла новозеландского роуди по имени Грэм Уайт, чей соотечественник Клайв Коулсон занимал аналогичную должность в Led Zeppelin.
Самая популярная группа в мире только что открыла свой собственный лейбл Swan Song, и Роджерс хотела, чтобы Bad Company была на нем. Получив через Колсона номер телефона менеджера Led Zeppelin Питера Гранта, Роджерс позвонил ему и представил группу. Грант проехал 100 миль от своего дома, чтобы увидеть репетицию группы в Гилфорде в графстве Суррей, Англия. И он сразу же проявил заинтересованность к этой группе. Грант послушал, ему понравилось то, что он услышал, и он сказал мне: «Мы могли бы что-то сделать, но я не хочу подписывать контракт. Мы не знаем друг друга. Давайте на полгода просто пожмем друг другу руки и посмотрим, что из этого получится». И мы пожали друг другу руки. Вот так работал Питер. Он был человеком слова, его слово было реальным обязательством, и я это принял. Мы сразу пожали друг другу руки, и он сделал для нас много хорошего. Менеджером группы Led Zeppelin Питер Грант также стал и менеджером группы Bad Company до 1982 года. Я не сомневаюсь, что без Питера Гранта мы бы не достигли того уровня, которого достигли, вспоминал Ральфс. Его влияние и проницательность были необходимы для нашего высокого статуса. Он был отличным менеджером и прекрасным человеком. Bad Company была первой группой, подписавшей контракт с лейблом Led Zeppelin Swan Song. Впоследствии группа Bad Company записала 6 альбомов на этом лейбле. Мне пришлось бороться, чтобы заставить руководство звукозаписывающей компании принять название Bad Company, вспоминал Роджерс. Они считали, что это ужасное название. Менеджер Led Zeppelin Питер Грант созвал собрание группы. Я сказал им, что уже проходил через все это со своей прежней рок-группой Free, поскольку ее звукозаписывающая компания Island Records хотела назвать группу Free Heavy Metal Kids. Благодаря проявленной настойчивости Пола Роджерса с ним согласился менеджер Питер Грант, и они вместе уговорили руководство звукозаписывающей компании оставить название группы Bad Company. В 1974 году Bad Company дебютировали в США, открывая выступления Эдгара Винтер Групп, и при этом вели себя как более крупные звезды, чем сами хедлайнеры, летая между штатами на частном самолете и приезжая на концерты в лимузинах. Все это организовал Питер Грант. Частные самолеты и лимузины на взлетной полосе. И все было на высшем уровне, чего Led Zeppelin и добивались. У них была такая техника, мы сразу же включились в нее. Это было потрясающе. Все их связи с людьми, которые управляют площадками, были отлажены, вспоминал Саймон Кирк. Я думаю, многие из нас знают о самолете Led Zeppelin и неоднократно видели его на фото. Сейчас вы можете увидеть, как этот самолет выглядел в то время изнутри. Там было все, мягкие диваны и свой бар. Вот этим самолетом и пользовалась группа Bad Company.